Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. Сегодня у нас на обзоре ЛТшка, но необычная, колесоид, лунтик, он же Лунг 6х6, АМЛ Панхарт, Франция, вот, ЛТ 8 уровня, проходная прокачиваемая ветка. Конечно же, бронирование мы на него не пойдем смотреть, не пойдем. Потому что, а зачем? А у нас все тут понятно. Бронирование корпуса 13, бронирование башни 16. Нас пробивают самыми обычными фугасами. 6, 7, 8, 9, все абсолютно левела. Наш удел это скорость, маневренность и, так сказать, высветил и убежал. Вот, давайте сразу смотреть основные модули. Там прилагается большое количество орудий, вот, и честно говоря, вообще ЛТшки все, и это не исключение, это все равно в большинстве случаев больше речь про засвет. Ну и стрелять иногда хочется и, конечно же, нужно. Вот, на стоке, на котором вы начнете, это 175 альфа, на притол пушки 240, на топовый тоже 240. Пробитие примерно везде одинаковое. Примерно. Там разница небольшая, никак не роляет. Заряжается единственная стоковая пушка при альфе 175 быстрее. Сведение здесь такое же, как на топовое. Точность, в принципе, везде одинаковая. 0.40, 0.41. Поэтому, сначала я бы вам рекомендовал бы выкачать топовый двигатель, топовые ходовые, топовую рацию, и только потом прокачивать уже пушку. Вот, тем более, что на топовом двигателе у нас 285 лошадей, здесь 240. Ну, немного на самом-то деле, там процентов 5 подвижности даст. А вот рация 745 метров против 400, почти в 2 раза больше. Ну и угол поворота колес здесь 27, а здесь у нас сколько? 20, аж 7. Это очень важно. Поэтому качайте вот по такому принципу. Ходовая двигатель, рация и потом уже пушки. Что касаемо полевой модернизации, во втором блоке настройку клапанов, увеличиваем максимальную скорость, потому что у нас уделка и так неплохая. У нас уделка 32, почти 33 лошади на тонну. От времени заряжания в четвертом блоке дополнительная противоосколочная защита. И вторым слотом берем мобильность. По оборудованию, к сожалению, на лунтика нельзя поставить турбину. Как бы не хотелось, нас этого здесь лишили. И поэтому ставим стандартный комплект ЛТ 8 уровня. Это в основной слот, дающий дополнительный буст на обзор. Ставим командирку, потом ставим просветленку и малошумку. Вот. Касаемо снарядов. У нас что основной, что голда, это подколы. Летят одинаково быстро, только разные бронепробития. 182 и 223 соответственно. По снаряжению ремка, аптечка, автоматический желательно огнетушитель. Можете поставить, как и я, доп-паёк. Доп-паёк всем ЛТшкам дает, безусловно, очень много. Я вам рекомендую, если играете на результат, катайтесь с доп-пайком. 4 члена экипажа. Перки вы сейчас наблюдаете перед собой в табличке. Вот. Так. Значит, по УВН минимально комфортный у нас присутствует. Минус 8, 920 хп маловато, конечно. По мобильности при такой сборке у нас 60 вперед, 40 назад. И это у нас, когда обычный режим. Когда вы зажимаете X, этот аппарат уже едет вперед 82, 60 назад. Так что я вообще во всех боях на лунтике просто сжимаю X и фигачу катаюсь. Ну, я неопытный ЛТ. Вот колесоид, именно колесоид. Вот. И поэтому частенько забываю его отжимать в городских картах. Ну да ладно. По незаметности у нас, в принципе, все неплохо. 42%, почти 43%. И обзор у нас вот здесь, конечно, 345. Колесоидов режут нещадно всегда. У нас штраф, кстати, экипаж не переобучен. Ну и поеду так, ничего страшного. Минус 24. Так было бы 367. Вот. В отличие от гусеничной техники, на колесоидах меньше обзор. Это так уж из-за ее подвижности компенсирует ее обзором. Вот. По плюсам и минусам. Нормальная подвижность, хорошая незаметность. Обзор соответствует ее подвижности. Поэтому лунтик, что, поехали, попробуем, покатаем, посмотрим, а как на нем вообще можно что-то либо делать современную редами, либо нет. Вперед. Так, попали на Эрленберг. Обзор боем у нас лунтик, люнг 6х6.
8 левел Франция, проходная прокачиваемая ветка. Сейчас поедем светить. Попали к девяткам бой. Так, зажимаем X. Сознательно увеличиваю максимальную скорость, поднимая. Да. Как минимум до 85 сейчас как раз гонимся. Конкуренция большая. 3 ЛТшки. Нормально мы тут всех под орех разоделали.
Ну, нормально, посветил я. Конечно, водителя еще тот, но, ребята, в любом случае, сколько у нас? 3400, 2300 на света, 1000 на стрела. Все, нормально. 3400 для восьмерки ЛТшки нормально. Я, конечно, не тот еще. Вернее, тот еще ЛТ-вод на колесах. Мне больше по духу гусеничная техника. Но, сами видите, даже в таких неопытных руках, как у меня, лунтик чего-то да может, да. Да, настреляли, может быть, не так уж много, но, извините, мы и в бой к девяткам попали, да. А вот насветили, пожалуйста, 2300. Все. Итого сумма хорошо. Итого, мы даже чуть-чуть в минус ушли, голду использовали. Ну и ладно. Что в целом можно по лунтику сказать? Когда зажимаете кнопку X, он преображается. Если будете вдруг кататься без максимальной скорости, это жуть, как медленно и плохо. Поэтому я, в принципе, один раз включаю X на лунтике и постоянно гоняю на нем. Опытные специалисты на колесоидах, конечно, постоянно пользуются X-ом. То есть, когда в городе катаетесь, там такая бешеная скорость не нужна. Поэтому то X отжимается, то нажимается. Ребята, хотел бы от вас услышать, как вам в целом лунтик, да? Как по мне, неплохой аппарат на самом деле. Особенно, как он захватывает цели, как он по ним в движении стреляет, в этом что-то есть. Вот. Жалко, что нельзя сюда поставить турбину. Может быть, я лучше бы даже поставил турбину. Но, в принципе, даже на таком комплекте оборудования лунтик себя ведет вполне себе комфортно. Вот. Пишите свои комментарии по этой машине. Я по пятибалльной системе твердую четверку лунтику ставлю. Интересная, погонять. Необычный геймплей, отличается от всех обычных танков. Вот. Ставьте лукасы, подписывайтесь на канал. А я вам говорю, до скорых встреч. Пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.